Первая петля наша идет лицевая, встречается она во всех узорах и провязывается классическим способом за переднюю стеночку. Следующая наша петля изнаночная. Вяжем ее на изнаночной стороне. Нить перед работой, спицу заводим сверху в петлю, подхватываем рабочую нить, перекручиваем и протаскиваем через петлю. Вот такая изнаночная петля у нас получается. Далее у нас идет накид. Делается он следующим образом. Подхватывает спицы, нить идет как бы от себя. Далее у нас идет скрещенная лицевая петля. Вяжется она, в отличие от классической лицевой петли, за заднюю стенку. Вот передняя стеночка, а вот у нашей петли задняя. Заводим спицу за заднюю петлю, подхватываем рабочую нить и провязываем. Таким способом у нас получается скрещенная лицевая петля. Она тоже встречается практически во всех узорах. Этот символ также означает вывязывание петли из протяжки. Подхватываем правой спицей протяжку и переводим ее на левую спицу таким способом, чтобы она у нас немножко перекрутилась. А затем подхватываем ее за заднюю стенку и провязываем лицевой скрещенной. Дальше мы провяжем на лицевую петлю и видим, что дырки у нас здесь не образовалось при провязывании, но петля пошла скрещенная. Далее у нас идет символ, который обозначает лицевую скрещенную. На лицевой стороне у нас будет как изнаночная скрещенная, а на изнаночной как лицевая скрещенная. Вяжется она. Подхватываем правой спицей петлю, поворачиваем ее так, чтобы вот эта задняя стеночка была к нам ближе. И затем мы ее провязываем как изнаночную. Так она у нас будет смотреться, на лицевой стороне вязаться. Снимаем, поворачиваем и провязываем ее изнаночной петлей. На лицевой стороне это будет изнаночная скрещенная петля. На изнаночной стороне эта петля у нас будет как лицевая скрещенная. Провязываем ее за заднюю стеночку. Вот нам видно на изнаночной стороне, что она у нас лицевая скрещенная. Следующие две петли встречаются только в двух узорах. Первая петля лицевая скрещенная, с левой стенкой петли сверху. Это означает, что вот эта задняя стеночка должна быть перекрещена и находиться сверху петли. Наша петля, она ровная. Вот передняя стеночка, вот задняя стеночка. И нам нужно, чтобы вот эта задняя стенка оказалась впереди. Для этого мы повернем вправо нашу петлю, развернули, затем подхватываем за переднюю стеночку и провязываем лицевую петлю. Вот эта петля у нас пошла вправо. Еще раз покажу. Подхватываем, разворачиваем эту петлю и провязываем ее за переднюю стеночку. Вот. Следующая петля, нам нужно, чтобы она смотрела влево. Мы ее развернем в левую сторону. И затем опять провяжем также за переднюю стеночку. Вот эта петля пошла влево. Вот их видно, эти справа, а это влево. Еще раз показываю.
Вот четко видно, что она пошла влево. Следующий символ, набор петель прямо во время вязания, встречается он только один раз. Мы как бы накидываем эти петли. Вот наша нить идет, придержим ее и немножко ее как бы сюда вот накидываем. И затягиваем узелок. Опять так же подхватываем и затягиваем узелок. Там всего 2 петли. Дальше вяжем ряд. Вот такие накинутые петли получаются. Следующий символ встречается при вязании носков. И вяжется он следующим образом. Нить держим перед работой и снимаем петлю предыдущего ряда, как изнаночную. Дальше вяжем уже все по рисунку. Вот такая как бы протяжка у нас здесь получается. Следующие петли в раздел идет убавление петель. Первая петля будет 2 петли вместе с наклоном вправо. Встречается она практически во всех узорах. Подхватываем 2 петли вместе за переднюю стеночку и провязываем лицевой петлей. Это и есть наклон вправо. Еще раз покажу. Так эта петля провязывается на лицевой стороне узора. На изнаночной стороне эти петли вяжутся 2 петли вместе изнаночными, обыкновенной изнаночной петлей. Вводим спицы в петлю, подхватываем 2 петли и провязываем изнаночной петлей. Следующие 2 петли идут 2 петли вместе с наклоном влево. На лицевой стороне они свяжутся следующим образом. Снимаем одну петлю за заднюю стенку, не провязывая. Вторую петлю мы провязываем лицевой. Затем непровязанную петлю мы протаскиваем через провязанную. Наклон влево. Второй способ. Подхватываем 2 петли вместе и провязываем их за заднюю стеночку. Тоже получается наклон влево. На изнаночной стороне 2 изнаночных петли вместе провязываются следующим образом. Подхватываем 2 петли вместе, снимаем их на правую спицу не провязывая, разворачиваем петли так, чтобы задняя стеночка у нас оказалась к нам ближе. И затем провязываем изнаночную скрещивание. На лицевой стороне она будет с наклоном влево.